Здравствуйте, дорогие зрители! С вами юрист Валерий Табаков. И мы делимся опытом в уголовных делах. Сегодня на моем YouTube-канале мы разбираем одно из самых резонансных дел последнего времени – дело об убийстве Ирины Фарион. В центре нашего внимания судебно-медицинская экспертиза, проведенная по этому делу, ее качество, юридическая значимость и то, как ее результаты можно использовать для защиты обвиняемого Зинченко. Почему это важно? Судебно-медицинская экспертиза – это один из ключевых элементов доказательной базы в уголовных делах. Особенно, когда речь идет о преступлениях против жизни. Но что делать, если экспертиза оставляет больше вопросов, чем ответов? Сегодня я покажу, как неполнота и неопределенность выводов экспертов могут стать основой для защиты, и почему принцип разумного сомнения – это краеугольный камень справедливого правосудия. Видео будет длиться примерно минут 20, так как мы разбираем все детали от качества экспертизы до стратегии защиты. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео, чтобы больше людей узнали, как работает уголовный процесс в Украине. У кого есть возможность, донатьте. Итак, давайте начнем с основ. Судебно-медицинская экспертиза – это исследование, которое проводится квалифицированным экспертом для ответа на вопросы, связанные с медицинскими аспектами преступления. В деле Фарион экспертиза должна была установить причину смерти, характер повреждений, тип оружия и обстоятельства выстрела. Согласно статье 242 Уголовно-процессуального кодекса Украины, экспертиза назначается следователем или судом, а вопросы, поставленные перед экспертом, должны помогать установить обстоятельства дела. В нашем случае перед экспертом Пендусом, заведующим отделением номер 1 Львовского территориально-медицинского объединения, стояло 17 вопросов. Среди них причина смерти, наличие повреждений, дистанция выстрела и тип оружия. Почему это важно для дела? Экспертиза – это не просто медицинский документ. Это доказательство, которое может либо подтвердить вину обвиняемого, либо, как в случае с Зинченко, поставить под сомнение версию обвинения. Давайте разберем, что показала экспертиза и где она дала сбой. Экспертиза была проведена с 20 июля по 7 августа 2024 года. Основные выводы. Причина смерти. Огнестрельное, пулевое
проникающее сквозное ранение черепа с разрушением костей, кровоизлияниями и повреждением мозга. Это привело к отеку и геморрагическому шоку. Здесь вопросов нет. Причина смерти установлена четко. Повреждения. Обнаружены ушитые хирургические раны в лобной, лобно-теменной и теменно-затылочной областях. Перелом левой ключицы, кровоизлияние в мозг. Перелом ключицы, вероятно, возник от падения, а не от выстрела, что важно для защиты. Металлический предмет. В лобной доле правого полушария мозга найден фрагмент размером 0,3 на 0,4 сантиметра, который, по мнению эксперта, мог быть частью травмирующего снаряда. Позже экспертиза показала, что он состоит в основном из свинца, но не связан с гильзой, найденной на месте преступления. Хронические заболевания. У Фарион были гипертрофия миокарда, склероз сосудов и хронический бронхит. Но они не связаны со смертью. Что не удалось установить? Эксперт не смог определить входное и выходное отверстие из-за хирургического вмешательства, дистанцию выстрела, тип оружия, взаимное расположение стрелявшего и потерпевшей. Это ключевые пробелы. Дополнительные экспертизы эксперт Светличная подтвердила отсутствие алкоголя в крови Фарион. Эксперт Таланкай выявил кровоизлияние в мозг, отек и дистрофические изменения органов, что подтверждает основные выводы Пендуса. Экспертиза металлического предмета установила, что он из свинца, но не связан с гильзой, а его роль как части пули остается вероятностной. Итог. Экспертиза подтверждает факт огнестрельного ранения, но оставляет множество вопросов без ответа. Это и есть наша отправная точка для защиты. Теперь давайте разберем экспертизу с юридической точки зрения. Согласно статье 23 Уголовно-процессуального кодекса Украины, расследование должно быть всесторонним, полным и объективным. Но в этом деле мы видим серьезные пробелы. Неполнота выводов. Эксперт не смог установить входное и выходное отверстие, дистанцию выстрела, тип оружия и расположение стрелявшего. Это делает невозможным точную реконструкцию преступления. Неоднозначность металлического предмета. Формулировка «мог быть частью снаряда» – это не ответ, а мог и не быть, то есть это
предположение. Свинцовый фрагмент не связан с гильзой, что подрывает версию обвинения о конкретном оружии. Отсутствие баллистической экспертизы. Почему свинцовый фрагмент не был детально изучен баллистами? Это упущение следствия, которое ослабляет доказательную базу. Вероятностные формулировки. Упоминание определенной степени вероятности в выводах о направлении выстрела снижает их убедительность. Суд оценивает доказательства по принципу вне разумного сомнения. Статья 17 Уголовно-процессуального кодекса. А здесь сомнения есть. Юридические последствия. Согласно статье 94 Уголовно-процессуального кодекса, суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению. Неполнота экспертизы дает защите право оспаривать ее достоверность. Статья 244 Уголовно-процессуального кодекса Украины позволяет ходатайствовать о дополнительной или повторной экспертизе, если выводы неполные или неоднозначные. Это наш главный инструмент. Важный момент – отсутствие связи между свинцовым фрагментом и гильзой. Это критический пробел. Если гильза не связана с ранением, то нет доказательств, что Зинченко использовал оружие, оставившее эту гильзу. Это подрывает всю цепочку обвинения. Кроме этого, в тексте экспертизы есть такая фраза, ответ на вопрос, могло ли быть ранение огнестрельным. Было ли это ранение огнестрельным? Так вот, эксперт отвечает, что ранение могло быть огнестрельным. То есть не конкретно, что это ранение таки огнестрельное. Это тоже нюанс, который является пробелом в данной экспертизе. Теперь главное. Как защита может использовать эти данные для защиты Зинченко? Вот стратегия. Оспаривание орудия преступления. Свинцовый фрагмент не связан с гильзой, а его роль как части пули не доказана. Это значит, что нет доказательств, что Зинченко стрелял из оружия, оставившего гильзу. Мы можем утверждать, что гильза вообще не относится к преступлению, а истинное орудие не найдено. Можно выдвинуть версию, что фрагмент – это просто инородное тело, попавшее в голову Фарион при других обстоятельствах. Например, рикошете, или взрыве, или кто его знает из-за чего оно там оказалось. И это потребует новой экспертизы. Усиление разумного сомнения. Неполнота экспертизы – главный козырь стороны защиты. Нет данных о дистанции выстрела, типе оружия, расположении стрелявшего. Это делает невозможным доказать, что Зинченко совершил выстрел. Согласно статье 17
Уголовно-процессуального кодекса все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Мы можем предположить, что выстрел совершило третье лицо, а Зинченко оказался на месте случайно. Гильза и фрагмент не связаны, и это поддерживает такую версию. Исключение умысла. Если фрагмент не является частью пули, травма могла быть случайной, например, от рикошета или иного объекта. Это исключает квалификации по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса и части 2 этой же статьи «Умышленное убийство». Квалифицированное или неквалифицированное – это уже другой вопрос. Да, действительно, Зинченко вообще мог отсутствовать на месте преступления. И это тоже важное обстоятельство. Перелом ключицы, вероятно, от падения, указывает, что смерть могла быть вызвана совокупностью факторов, а не только выстрелом. Это тоже снижает степень вины подозреваемого. Процессуальные шаги. Что можно посоветовать предпринять стороне защиты? Ходатайство о комплексной экспертизе. Рекомендуется потребовать баллистический анализ свинцового фрагмента и гильзы, чтобы подтвердить их несвязность и проверить, не является ли фрагмент просто инородным телом. Допрос экспертов. Рекомендуется вызвать в суд Пендуса и эксперта, анализировавшего фрагмент, чтобы выявить слабые места их выводов. Независимая экспертиза. Рекомендуется привлечь стороннего специалиста, чтобы оспорить выводы и предположения следствия. Оспаривание доказательства. Если экспертиза останется неполной, рекомендуется ходатайствовать о признании ее частично недопустимой. Статья 89 Уголовно-процессуального кодекса. Почему это сработает? Обвинение должно доказать вину Зинченко вне разумного сомнения. Но без четких данных о оружии, дистанции и связи фрагмента с гильзой их версия разваливается. И защита обязана бить в эти слабые места. Это дело не только про Зинченко и Фарион. Оно показывает, как работает уголовный процесс в Украине и почему так важны качественные доказательства. Если экспертиза неполная, если следствие допускает пробелы, это ставит под угрозу справедливость. Сегодня это Зинченко, завтра это может быть любой из нас. Принцип разумного сомнения – это то, что защищает невиновных. Если у вас есть сомнения в чьей-то вине, вы не можете осудить человека. И наша задача как юристов – использовать такие пробелы, чтобы добиться правды. Я призываю вас следить за этим делом,
делиться этим видео, обсуждать его, комментировать. Давайте вместе добиваться, чтобы правосудие в Украине было справедливым. Итак, друзья, мы разобрали судебно-медицинскую экспертизу по делу Фарион. Мы увидели, что она неполная, неоднозначная и оставляет массу вопросов. Свинцовый фрагмент не связан с гильзой. Тип оружия не установлен. Обстоятельства выстрела не ясны. Это дает защите Зинченко мощные аргументы для оспаривания обвинения. Что дальше? Нужно требовать новой экспертизы, допрашивать экспертов и доказывать, что обвинение не имеет достаточно доказательств. Следите за моим каналом, чтобы узнать, как развивается это дело. Если вам понравился этот разбор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, напишите в комментариях, что вы думаете об этом деле и какие вопросы хотите, чтобы я разобрал в следующих видео. Поделитесь этим видео с друзьями. Чем больше людей узнают о таких делах, тем ближе мы к справедливости. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч. И помните, правда всегда на стороне закона.